Всем доброе индийское утро. Время 5 утра, и наши путешествия начинаются. Мейн-базар. По идее, должны все спать. Но никто не спит почему-то. Движуха полным ходом. Сейчас была самая худшая поездка на такси в Индии за все время пребывания моего. Потому что водитель проехал, по-моему, на все красные, которые есть. Я сзади сижу, во-первых, это подъехала Исузу маленькая, Марути. И, получается, в багажнике места нет, у него там баллон газовый. И чемодан все сзади, то есть вот это какие-то стесненные. Он сам еще такой крупный тоже водитель. И я смотрю, я, получается, прям сзади водителя сижу, он вот так вот, ну, стекает. Я сам тоже умею ездить на машине, хотел сказать, кататься. Засыпает. То есть мы чуть не стукнули машину, потом на разделительную куда-то уехали, начал задом сдавать, у него окна запотевают, я уже открыл свое, думаю, хоть начнет продавать. Ну, видно, может быть, уже вторые сутки не спит человек. Так что вот так вот. Приехал к Викасу. Еле затащил свой чемодан на 4-й этаж. Очень проблемно, потому что чем выше этаж, меняются лестницы. То есть градус подъема увеличивается почему-то. Нет такого, что все под одним градусом поднимаются ступеньки. Получается, последние пролеты уже почти я с чемоданом вот поднимался, как на дерево. И самое интересное, что чем выше этаж, тем уже проход сужается тоже на лестничном марше. Небольшой перекур и в путь. Индийские вокзалы – это что-то нечто интересное. Утренний кофе. Оказывается, не только у меня бывает диарея, даже у местных. Кофе очень сладкий. Вернее, не кофе, а чай. Очень много сахара добавляют. Светает очень быстро. Теперь надо зайти на вокзал. Я не могу здесь двигаться так, как двигаются местные. Они все это делают очень быстро. Вокзал как вокзал. Кто-то спит на полу. Сейчас видел людей в куртках, в шапках, но босиком. Едем сегодня зайцем, потому что билетов нету. Здесь надо, конечно, быть немножко понаглее, потому что все прут буром. Так как мы едем без билетов, нам нужно еще умело сесть на поезд. Дядька в лакированных туфлях. Кто не успел, тот не сел.
поезд. Народу не так много, в принципе. 3 человека на место. Ну, еще можно сказать, в цивильном вагоне едем, как и люди белые. Залез чувак наверх. Собрал все подушки. И подушками подозревает, что они там. Мы сидим здесь до определенного момента, пока кто-то сюда не придет. То есть может быть, что на этой станции, может быть на следующей, может быть через 2, через 3. Вероятность поймать штраф максимальная. То есть нам или выпишут полностью билет там, с какими-то пенями, или же попытаемся договориться за полсуммы. Почему так сделали? Потому что вообще нет билетов на этот поезд. То есть все занято. Я просто не понимаю язык, я бы ему попытался объяснить, что это не очень красиво. То есть он уже 3-ю подушку берет и протирает там. Все протер, а теперь вы спите на этих подушках. Сколько бы зайцы ни бегали, охотники их все равно поймали. Обошлось нам все в 1500 рупий. То есть практически мы за полцены едем. Я уже устал сидеть внизу. Залез на 3-ю полку. Ну, здесь видите, да, как узковато. Здесь получается не как у нас в русских вагонах по 2 человека спят, а здесь по 3. Или тут чуть повыше. Но вагон не то что с повышенным комфортом, выше среднего, выше низшего класса. Кондей, все есть, в принципе, розетки. Ну, все то же самое. Вот все то же самое. Ничего не меняется. Единственное, что мало народу. Бардак такой же. Мусор все кидают. Вот я сейчас сюда, прежде чем подняться, тут полторашки с мочой, что ли, стояли. Здесь, короче, все как обычно в Индии. Картина не меняется. Ехать еще нам 4 часа, потом садимся на другой поезд или автобус, там как получится, если будут свободные места. И продолжаем свое путешествие. Соседи снизу. Цель нашей сегодняшней поездки — город Праяградж. Там сейчас проходит в 2025 году грандиозная Кумбх-мела фестиваль. Это раз в 144 года. Получается, в этом году выровнялось Солнце, Луна и Юпитер. Ну а так он 12 лет. Раз в 12 лет проходит. Но этот год он особенный. Поэтому обещают быть в этом городе от 400 и более миллионов паломников. Вообще со всего мира приедут туда. Огромные толпы народу, давка. Это может быть. Можем это увидеть. Вечные пробки. И все самое лучшее. Но до конечной цели мы еще не доехали. Нам нужно сейчас пересесть на другой поезд и еще ехать 3 часа. Потому что этот туда не идет. Этот поезд идет в город, как называется? Праяградж. Нет. Вот этот. Канпур. Вот этот поезд куда Канпур. идет? Нет. Конец. Конец Бихар. Бихар, да. Бихар. Это самый грязный город Индии. Откуда родом Викас. По факту мы движемся к границе с Непалом. Как раз слияние 2 рек Ганги и вторая река, как называется? Ямуна. Ганга и Ямуна. Вот именно в этом месте, по-моему, не пускают людей, потому что там очень много народу. Ну, а кто-то живет вот так вот вдоль железной дороги. Но я так понимаю, здесь мусульман много, потому что вижу выписки из Корана, там было здание написано, или мечеть, и была могила видна. Через 10 минут нам выходить.
We are also going to Prayagraj. Добро пожаловать. We are also going to Prayagraj. Thank you. В городок. Ну, какой-то специфический запах стоит, но тепло, это радует. После поезда тепло. Потому что в поезде сначала ехали, было нормально, потом в конце, как безумный, начал работать кондиционер. Народу не так много. Монахи в желтом. Или люди просвещенные, или философы по жизни. Какая-то ученая степень. Обезьяны, которые отбирают бананы. У всех. Видите, здесь даже вот вывеска есть такая. Нам, похоже, нужно идти через этих обезьян. Шутки шутками, но могут схватить кепку, очки, телефон и убежать. Для них это не проблема. И ничего не сделаешь. Очень колоритно здесь. Наконец-то мы нашли свой поезд, но это 1-километровый длинный вагон, где много-много народу подходит, по крайней мере. Я так понимаю, все здесь паломники. Все едут туда. Как раз в ту самую сторону, куда нам нужно. В общем, мы сидим сегодня, нам повезло. Поезд тронулся. Как мне объяснили, это самый долгий поезд. То есть до назначенного пункта мы еще должны ехать 7 часов. Двери постоянно открыты, я так понимаю. И окна тоже. Поэтому путешествие будет веселым. Что-то предлагает съедобное и питательное. Видео. Where do you live? Вот? Where do you live? कहाँ से? Москва. Я стою здесь ровно минуту и уже 5 раз что-то выкинули из окон. Вот, опять. И вот так абсолютно с каждого вагона все сыпется. Естественно, ты замучаешься убирать все это дело. Здесь ребята ужинают прямо за столом. Овощи с лепешками. Видите, все поезда обклеены интересными картинками. Все мчат на этот фестиваль. Полные поезда. Этот прям битком едет. Смотрю, там вообще места в нем нету. Поймал себя на мысли, почему в Индии всегда грязно. Никто не хочет складывать мусор. Его кидают все, это уже в привычку. Даже это может и интеллигентный человек сидеть с тобой рядом, все равно мусор выкидывается в окно или под ноги. Вот, сегодня едем уже, получается, на втором поезде. Там люди ели и прям под ноги кидали какую-то табачную смесь, пакетик разрывается и прямо в общий проход кидается вещь. Поэтому также заметил, никто не моет руки, все трогают ноги. У всех практически на грибок. То есть вот сидят
забываются, начинают мусолить ногу, трогают пятку, чешут, трогают ноготочек, разминают пальцы на ноге, потом опа, эту рукой провели по, не знаю, по одежде, все, рука чистая, принимаемся за еду. То же самое с туалетом. Все ходят в туалет, никто не споласкивает руки. И все вот так вот. Наш поезд, по-моему, самый медленный. Черепаха 100-летняя движется быстрее. Останавливаемся практически каждые 3-4 километра. Деньги спрашивают. Ты будешь давать? Это тоже монахи. Деньги зарабатывают все как может. Хиджи по-своему, монахи по-своему. Но это в зеленом. Эти что-то колдуют. ओ महाराज जी कुछ आप भी याद कर सकते हैं आपकी मर्जी है मर्जी आपकी है दास्तान आपका हाँ जी आ जाओ साहब बाबू जी हाँ जी आ जाओ बाबू जी हाँ जाओ महाराज जी जो आपकी मर्जी हो जो 10 रुपए 5 रुपए बने अपने हाथ से याद करो महाराज जी आज ही मैं महाराज जी आपकी मैं देख रहा हूँ कि महाराज जी भी याद दान करेंगे अपने हाथ से Надо иметь мужество, смекалку, немножко наглости, чтобы вот так вот ходить и принуждать людей, чтобы они дали. Не каждый на такой пойдет и сможет. Я бы вот, честно, не смог так. Ну, стыдно, наверное, стало. Конечно, можно сказать, что жизнь заставить пойдешь. Может быть, но на данный момент для меня это немножко стыдно. Я, наверное, лучше пойду работать физически. Наконец-то народ подзабился. Сидячие места. Еще одна остановка. Здесь все задыхаются от жары. И все хотят пить. Я послал Викасе тоже купить воды, потому что невозможно уже. Еще ехать нам 3 часа где-то примерно. Здесь никто не ходит, билеты не проверяют. Ну, может быть, на выходе нас проверят. Осталось 2,5 часа. Это очень тяжелая поездка в таких условиях. Это мы, получается, едем с Дели, не с Дели, с половины пути. А некоторые вот уже часа 2 сидят на полу. Ну, люди привыкшие, в принципе. Для иностранца будет тяжело, для местных ничего необычного. 12 часов мы едем вместе. У меня такое ощущение, что я родился в Индии уже. Складывается. Эта бабушка закидывает каждые 7 минут какие-то снюсы. Самое прикольное, что встать нельзя. Если встанешь, ты больше не сядешь. Поэтому вот как сел 9 часов, так и сиди. Будь добр до конца. Получается, мы на этом поезде 9 часов едем и на том 6. Общее 13 плюс-минус. Это 14 часов. Если взять еще такси, это еще 1,5-2 часа. 16 часов пока что. Наш путь составляет. Вышли с поезда, уже надоело ехать. Пойдем подойдем.
салюты, громкая музыка. Все красивые, все пляшут. Все как в Индии. Ну а мы не доехали до своей остановки километр. И остальной маршрут пешочком. Ну а здесь разливают вискарь. А ты говорил, не пьют. Вот и наступило утро после ночевки в таком прекрасном месте. Но это единственное лучшее недорогое место, которое мы смогли найти. Самое интересное, что здесь очень много было комаров. По крайней мере, я их почувствовал. Они мне все руки погрызли. Здесь таких комнат очень много. То есть, мне кажется, вместимость тут человек до 50. Ну, так как праздники, поэтому довольствуйся, как говорится, тем, что есть. В принципе, уже нет таких холодов, как были раньше, когда я искал племя Колбели в Раджастане. По вечерам невозможно было ходить, даже в толстовке трясло. Потому что скоро сезон дождей. Вон дядька крысу поймал в клеточке. Убивать нельзя, скорее всего, куда-нибудь пересадит ее. Поменяет ей геолокацию. Утренний город всегда интересно выглядит. Особенно, когда еще не перебрались. Вот сейчас я вижу реально тысячи людей. Мы перешли на другую сторону от той дороги, по которой нам нужно идти. Викаса поедает голод, поэтому он говорит, по-любому нужно перекусить. Люди как зомби отовсюду идут к реке. Очень масштабное зрелище. Не передать словами. И это всего лишь вокзал. Люди без остановки сюда прибывают. А почему данное мероприятие в этом году такое? Потому что совпало именно 144 года. Раз, то, что оно проходит. Именно когда все сходится. Ну и плюс соцсети свое дело тоже делают. Все это быстро расходится, тем более Индия сейчас самая большая страна в мире по количеству населения. Обогнала Китай. Очень сильно пахнет хлоркой. Что-то хлорируют. Может быть, обрабатывают. Если вы VIP-персона, вас вот так вот повезут. Я теперь понял, почему здесь запах хлорки. Здесь, вот видите, вот это все, что белое, это люди опорожняются. Вот такие вот туалеты мобильные. То есть можно идти и наблюдать за стоящим. Вот это все, вот, я так понимаю, остатки жизнедеятельности человека. Все это вытекает. Тут надо миллионы тонн хлорки. Он человек в фольге. Я надеюсь, он живой.
Здесь в общественные туалеты очередь просто бешеная. Это не вот эти, которые мужики зашли на уголке, а именно куда женщины могут попасть. Прям сотни людей сидит. Хотя власти все организовали, в принципе. А все едят. Сидя на бордюрчике. Рис руками. प्लेट्स कहाँ रखना है इधर 3 प्लेट जो है उठाओ करके ले लो पैसा ले लो आपका क्या प्लेट रहेगा एक लगा दो प्लेट है Ну и как на вкус? Нормально? Что-что, а рис в Индии очень вкусный. Всегда рассыпчатый. Ну, практически всегда. И много-много вкусных приправ. В отличие от отелей, цены на еду здесь вообще копеечные. Вот такая вот тарелка риса, ну, с соевым мясом, соя видно, стоит 30 рупий. Ну, это где-то 33 рубля. То есть даже для малоимущих это приемлемо. Рис, конечно, рисом, а бананы бананами. Я один банан хочу. ऑनलाइन पैसे लेते हैं ऑनलाइन पैसे नहीं बता ना इसने पता ये पका पका नहीं है पका नहीं है सब पका है स्कूटर वस्त्राचे 10% Очень ароматные. Индийские бананы. Это не сарказм. Это правда. Такие кисло-сладкие, приятные. जबलपुर भोपाल के लिए गेट नंबर 3 आगे की तरफ आगे बढ़ते रहो Товарищ полицейский что-то अयोध्या वाराणसी गोरखपुर जाने वाले यात्री 1 नंबर गेट से प्रवेश करें 1 नंबर गेट से आगे बढ़ते रहे बिहार बंगाल झारखंड Вот здесь вот ты реально ощущаешь размах Индии. Долгая эта история, идти пешком. За 500 рупий договорились с байком. Едем. Нас довезут прямо на место. Мы как единое целое слились с нашим водителем. Я просто уже один раз ехал посередине. Не очень интересно и неудобно сидеть. То есть большая часть, кто сюда приезжает, там, я не знаю, до среднего уровня, они идут в реку, делают омовение и возвращаются, потому что с такими ценами на гостиницы им дешевле на улице переночевать. Едем какими-то катакомбами. Здесь прям какой-то черный квартал. Такое ощущение, что здесь апокалипсис был. Впереди мечеть. Зелененькая. Чем ближе к месту, тем плотнее. Мы, получается, едем крайним левым. Здесь еще и люди идут. Рикши, кони, фрукты. Все сплелось. Еще и встречка.
Я впервые в жизни вижу такое количество людей. Как будто с этой планеты все хотят уехать одновременно и идут на общий вокзал. Здесь миллионы людей, просто миллионы. И стар, и мал, и здоровый, и больной. Все к реке. Я представляю, человек, который где-то жил там в провинции, в маленькой деревеньке, где тишина, спокойствие, и вот его сюда резко закинуть. Мне кажется, он с ума сойдет, растеряется. У него будет шок. Он слепой, да? Он не видит? Я даже на дне города столько не видел никогда людей. Сейчас какой-то цирк был. Не успел камеру включить. Пока с Викасом общался, говорю, давай на мост поднимемся, отснять надо. Схватили эти священнослужители Викаса за волосы в наглую, прям в наглую хватает и требует деньги. То есть его прям начали трепать. Кто не верит, я вам покажу, как это делается. И подходят толпой. То есть эти просвещенные лица. Викас, а что он от тебя хотел? За что он тебя за волосы так дергал? А ты не мог ему дать сдачи? То есть бьют по голове палкой, по спине палкой. Одним словом, читайте по губам. На всякий случай сейчас разменяем пятихаточку, потому что придется отдавать деньги, а то Викаса помнут монахи. Поэтому лучше иметь откупные, как говорится. На самом деле это не шутки. Ты одному дашь сдачи, а их подбежит 20 человек. У них чугунные чайники и дубинки. То есть вам нормально будет думаться потом. Вот один из них, черный монах. Человек-кобра. Разводил его нормально здесь на бабки. Женщина дала этому чуваку деньгу, там 20 рупий. И он ей показывает, еще змее дай. А змея там, не знаю, какое-то божество. И змейки, говорит, еще положи. Мне страшно представить, если вся эта толпа побежит одновременно. Не дай бог что-то случится. Это будет кошмар. Аж страшно становится. Реально здесь страшно. Подходим к мосту. Палаточные лагеря. जहाँ कहीं भी हो तो आप बोले बच्चे प्लीज चले आए। यहाँ अमिता यादव आप Здесь каких только запахов нету. Здесь все смешалось. Еда, туалетная вода, фекалий. В этой толпе идешь и понимаешь, как меняются ценности. Не могу понять, что, но мыслить иначе начинаешь. И какой-то есть страх перед этой массой, тоже непонятный.
Понимаешь, что ты здесь жалкая бактерия в этой толпе. И вот так изо дня в день, ежесекундно, этот поток не останавливается. Официально около 450 миллионов человек, паломников. Неофициально до 700. Повторюсь, обороты набираются из-за соцсетей. Здесь все плотнее и плотнее становится. Здесь уже и военные, и полиция, и вообще непонятно, что происходит. Полиция, конечно, такая смешная. Дедульки как смешарики выглядят. Так, сейчас главное правильно свернуть в нужное нам русло. Мы никак не дойдем до воды. Идем за основным потоком. Да что-то это... Тут же продают канистры, бутылочки. Люди с собой набирают воду и забирают домой. Для тех, кто не смог приехать, чтобы могли умыться, попить, наверное. Но сейчас, наверное, не пьют, потому что вода очень грязная здесь. Это в день получается, не знаю, под 7 миллионов человек приходит сюда. Река лечит всех. Даже инвалиды идут выполнить священный долг. Я не представляю, что там возле воды творится. Здесь пыль стоит, как будто стадо лошадей пробежало. Песок, как лосось, идет на нерест в верховье рек, чтобы отметать икру. Так живет народ, идет к Ганге. Ничем его не остановить. Ничем. На это все дело нужно смотреть, мне кажется, сверху. Что мы сейчас и сделаем. Встречается очень большое количество вот таких вот дяденек. Узнали, кто это такие. Это непальские монахи. Все это непальские монахи. Приехали из Непала. Пахнет благовониями. Здесь их тоже тысячи.
под ногами песок. Вот какая-то процедура происходит. У всех на голове небольшой лоскуток волос. Здесь вот прям очень их много. Течение здесь быстрое. Спасатели. Получается, вот такими понтонами сделали мосты. И очень много причем. Постоянно курсируют самолеты, вертолеты. Вертолеты, вернее. Дальше понтона не разрешают заходить. Здесь очень глубоко. Переходим мост на другую сторону. Очень сильно припекает солнце. Не знаю, сколько стоит этот проект, но я думаю, очень дорого. Представляете, сколько тысяч понтонов здесь стоит, вот этих вот больших железных. Мосты, металл. Для индусов это свято, поэтому здесь никакие деньги не могут играть. Здесь берег не такой глубокий, понтоны дальше, соответственно, и народу больше уже. Начинает побаливать голова от таких объемов. Объемы индийские. Это какой-то кошмар. Первый и последний раз я на такие мероприятия иду. Здесь мне нужно из толпы выйти без трусов. Вот она уже давка начинается. Получается и машины, и люди без кошелька и без документов. Раздавят и вытащат. Представьте себе, что это творится, все в присутствии сотрудников, которые могут регулировать. Что здесь будет, если их не будет? Хаос полный. Ну, естественно, знаменитый участок, где сидят бобы. Но обычно они не разрешают их снимать просто так. То есть им что-то нужно давать за это. Но пока еще не нашлась такой баба. Прям чтобы внимание на нем заострить. Представьте себе, что вы едете из Владивостока куда-нибудь в Астрахань, окунуться в реке и обратно. И все это на поезде. Ощутите весь кайф. Очень много голых ходит. Это не могу их показывать. Прям голые, реально голые люди. А вот здесь как раз начинается общежитие монахов. Вениками деньги заманивают. Просто чтобы фотографию сделал сейчас. Сразу два пальчика трутся друг об друга. Так. Вот как раз вот с этой стороны все их домики. Тазобедренная повязка, какой-то очаг. Все как всегда.
аскеты. Отрицание лучших условий. Это, конечно, хорошо, но при этом попрошайничество поощряется. Здесь какой-то хаос. Сейчас попробуем поближе подойти в домик бабы. Здесь живет баба и просвещает всех. Ты, говорит, в руки не клади. То есть без денег нету разговора, нету просвещения. 100 рупий и сразу вопрос открыт. Вот этот дяденька, я не успел нажать на камеру, он ему только что целовал колени. Просил практически как у Бога чего-то хорошего. Просил хорошей жизни. Я не буду этого делать, но можно было бы чуть-чуть поднакинуть в моей жизни. Вот этому бабу больше 50 лет ему. То есть молодо сохранился. Живет и кайфует, в принципе. Спроси у него, что он ест, что он так молодо выглядит. Сейчас вы узнаете секрет молодости. Первый и последний раз я его рассказываю вам. Если он, конечно, нам сейчас скажет. Сейчас бабу занят. Туда нельзя садиться. И все. Больше ничего нет. Все, thank you. Баба сказал, что ест всего 2 лепешки в день. И больше ничего. Но мне кажется, что он немножко окончание. 2 лепешки, пару бананов, виноградик. Как говорится, кто на что учился. Еще один баба сидит. Тоже баба, да? Да. Как его зовут? Я думал, что главный там был, он нет. А, это он не главный? Я думал как. Потому что... А можно узнать, кто главный здесь? वो बाबा कहाँ है? Внутри там, может быть, в туалете или где-то. А, ну все, ну ладно, извините. Пойдем к другим бабам. В общем, все бабы находятся под мостом, потому что здесь тень. На жаре сидеть тоже не очень хорошо. Когда Викас хотел присесть, я, получается, снимаю его сбоку, а Викас хотел присесть на его эту лежанку. И баба его тормозит, типа, стоп, объясни, говорю, почему? Ну, типа, ты мне не ровня по уровню развития. Викас ему не ровня, у которого магистратура. Типа, ты духовно ниже уровня, поэтому будь добр соблюдать субординацию и социальную дистанцию. Город в городе. Вот баба еще один сидит, вижу. Здесь более интересно. До того, как мы подошли к этой бабе, ко мне подошел другой, тот в наглую спрашивал деньги. Вот люди пришли, смотрите, у него какое-то приспособление, он читает молитву и, опять же, просит просветить, рассказать, как ему быть дальше.
вот этого молодого, хотя может быть тоже не молодой, они слишком хорошо выглядят. Кто-то подумает, что это секта. Нет, это не секта. Это вот Бабу всех просвещает. Похоже, один здесь смеется над этой историей. Он что-то делает, они все прям... Он им дал, наверное, сигнал какой-то, типа следующий. Мне кажется, на нем килограмм 20 бус только навешено. Баба включил музыку, поэтому там не мог говорить, авторское право. Так, мы идем дальше. Ему тоже под 50, но выглядит он, как я, 18. Крем-краска какая-то. Вообще не разговаривает. Все, кто рядом с ним находится, это какая-то, как я понял, массовка. Вот еще один баба, но он без трусов. Нам нельзя таких снимать. Ну, красивый, без трусов, но там какой-то этот, я имею в виду фейс. Фейс красивый. В общем, здесь собрались одни бабы. В общем, решили поменять жизнь. Да. Где нету никакой ответственности ни Да. за что. Да, да. И ушли в монахи. И хотят место делать или как были очень плохие ситуации в семье, в доме или как в деревне. Все, И я они понял. оставили все. И начали здесь такой жизнь. Еще один баба спит. В таком жизни не надо как работать. Ага. Оставили свой дом здесь, как Я понял. семья, Так легче родители, жить. Да, и начали здесь так. Работать не надо. Да. Сидишь, тебе деньги даются. И еду. Чем статусней баба, Много некоторые мантры вы узнаете, учиться и начнете как учить, ага. что это будет, это мантра, это что. Все могут делать так. Здесь получается, вот под мостом все они сидят. Здесь их прям реально огромное количество. То есть люди искупались и сразу кто-то домой, кто-то по бабам. Баба сидит, забивает что-то. Мы купали прямо. Дверной забивает. Так, вот здесь еще баба. Здесь голый баба. Он нам не нужен. Как-то... Повторюсь, YouTube запрещает снимать голых бабов. Я смотрю, что все бабы, любители гринграсс. Без этого зелья не думается. Здесь вот как раз позади этого моста палаточный городок. Вот они, ухачисты. No, thank you. Не, спасибо. Я в курсе, вы там камней вытаскиваете сколько. Баба женщине что-то объясняет. Просто если резко в наглую подходить и снимать, нехорошая реакция будет. Это уж, конечно, не настолько наглый. А здесь что такое? Тоже баба. Тоже баба? Ну там какой-то прям, да? Да. Серьезный. Потому что у него свой шатер, я смотрю. Picture? Окей. А там, смотрите, там к бабе просто так не пропускают. Там все серьезно. Бабы обрабатывают. У каждого монаха есть вот такие вот палаточки. Здесь есть еще один аскет, который поднял руку и там уже сколько-то десятков лет держит ее поднятой наверх. У него уже атрофированы суставы, у него ногти прям уже несколько оборотов приняли. Так, ну вот здесь баба живет, сразу видно.
Что это такое у бабы, груша висит или шарик? Как раз мы пришли в все места, где все вот такие Бесплатные еды дают. бесплатная еда. Это называется бандара. Бандара. Ну, это какая-то похлебка. Щевица дал, что-то сладкое. Это нам. Мы вроде бы сыты, поэтому не будем. तेरा सरकार ने तेरे उसको पकड़ने का पैसा दे रहा है जिसको देखो साले 20 डॉलर लेके बैठा है Что-то на своем говорит. Он, наверное, радуется, меня увидел. Ну, бывают такие в жизни моменты, когда все плохо. Реально хочется руки опустить. Бывает какая-то несправедливость. Это самое легкое, что можно сделать. То есть, по факту мы уходим от ответственности. Мы уходим от решения проблемы. Таким образом. Все. И еще одна из причин, по которым бобы находятся здесь. Потому что, ну, в принципе, бесплатная еда. Какая-то медицина есть на таких мероприятиях бесплатная. Вода бесплатно. Что еще нужно? Ничего. Проявить смекалку и быть понастырнее. Вот еще баба. Баба на капоте вывалил. Просто битком. Даже на тракторе вон едут люди. Скоро все это закончится. Все пойдут кто куда. Вот еще один баба с краской. Oh, thank you. Не надо нам. Вот с этой стороны опять. Европейцы вон подходят. Что тут говорить? Просвещаются. Там баба голый. Все подходят, трогают его за ногу. Как говорится, а король-то наш голый. Так, ну и конечно же кришнаиты здесь. Кришнаиты везде. Бесплатно. Рис с чечевицей. Вот от бесплатной воды я бы не отказался сейчас от холодной. Но ее нету. Не могу объяснить, но у меня что-то здесь происходит весь день. Вообще прям вот все шиворот на выворот. Начиная с поездки, с жильем. Сегодня паспорт с документами были потеряны. Сейчас телефон где-то поднавернули у меня. Нету телефона. Телефон украли. Ну, слишком близко подходят. Карманы такие просторные. Видно, его выдернули. Прям не везет мне с этим местом. Ужасно как. Реально не везет. Прошло 20 минут. И только сейчас начал осознавать вообще, что случилось. Терабайт памяти, видеоматериал с 3 стран. Просто улетел в небытие. Обидно, конечно, очень сильно обидно, досадно. Но вариантов нет. С утра был сигнал, надо было его принять, а не отвергать. Очень много народу, поэтому для мошенников это рай. Я даже помню, кто это сделал. Один паренек плотно притерся, притерся. Кто-то теряет, кто-то находит.
самое обидное, что он ничего с ним сделать-то и не сможет, в принципе, с айфоном. Он его только максимум заработает с ним 100 баксов, хорошо. Пустит его на запчасти. Все. Все, что он сможет с ним сделать. И все это происходит в святых местах. То есть в доме Бога, как говорится. Всем пока. По скриптум. Не везет мне со святыми местами. Еще один по скриптум. Я думал, на сегодня все чудеса закончились. Нет, они, оказывается, только начались. В общем, ехали мы 9 часов в автобусе. Наконец автобус сломался. Мы куда-то пошли. Дороги там не было. Пыль по колено. Вот, кто знает, тот знает, что это за пыль. Когда возле арбузных полей такая мелкая пыль, в которую наступаешь, она как воздух. Она до такой степени воздушная масса, что ты в нее проваливаешься. Ладно, дошли до города. Нам нужно было попасть на станцию железнодорожную, на которую мы сейчас вот добрались. В общем, заходим мы в какие-то улицы. Ищем аптеку. Для чего аптека? Потому что пока ехали в автобусе, я буквально все себе натер, все, что можно. Потому что кожные сиденья или кожзам, все это дело преет, потеет. Двинуться не можешь, встать не можешь, потому что если ты встанешь, потеряешь место. Естественно, пока доехали, вся одежда, она просто в тебя впивается. Все. Нашли с горем пополам эту присыпку. Идем дальше по улице. Смотрю, чувствую запах мочи. Не придал этому сначала значения, думаю, это нормальное явление, в принципе. Идем дальше и смотрю, лужи. Думал, какой-то прорыв. Захожу за поворот и смотрю, там одновременно человек 70. То есть эта река, она образовалась от людей. Представьте себе, весь пыльный, грязный. То есть носков вообще, можно сказать, даже не видно из-за этой пыли. И ты наступаешь в эту реку. Элементарно даже вот просто зайти и использовать эту присыпку нет возможности, потому что везде люди, всегда много людей. Сейчас пытался попасть в санузел, не попал в санузел, громко сказано, в туалет. Там очередь. Увидел одно свободное окно, радостный побежал такой, думал, обхитрил всех. Открываю дверь, был в шоке. Там просто как будто родил слон. Вот поездка. Еще 8 часов на поезде. Билетов нету, едем зайцами. И таких, как мы, здесь сотни. Я думаю, что это один из самых худших моих дней. Именно в путешествиях. Мало того, что технику уперли, так это еще в конце. Обычно это все так и бывает. То есть одно догоняет другое. Если честно, я не знаю, что должно произойти, чтобы изменилось в плане чистоты в этих странах. Вообще не понимаю, что должно быть. Какой-то ливень должен пройти и смыть всю страну, по факту. Это нереально. Это уже уклад. Это уже менталитет. Это вместе все взятое. Сегодня именно тот день, когда
под вечер просто хочется лечь и забыть вообще все. Все, что было за сегодняшний день. И утром проснуться со свежей головой. Полезть по привычке за телефоном, чтобы посмотреть новости, а его нет. Поезд как будто с войны едет. Битком. Просто битком. Я даже не представляю, как мы сейчас будем сидеть и ехать. Мне уже страшно. Я на этот поезд смотрю, мне уже страшно. Там какой там лежать, там даже стоять негде, не то что сидеть. Все продолжается. Зашли мы в вагон среднего класса. 4 раза туда-сюда ходили, нас пинали, нашли свободное место. Нас, в общем, какой-то дядька сказал, там 3 моих места, идите туда. Приходим сюда, здесь сидят женщины. Мама, бабушка, я так понимаю, дочка. Дальше Викас их, получается, сгоняет на пол, и они сейчас сели на пол между сиденьями. Пока мы шли сюда, в это время разносили еду. Вот эти вагоны, в общем, пакеты. Чувак разливает вот эту жидкость, как она называется, я уже забыл, чечевицу жидкую, другому на рубашку. Представляете, вот эта картина. Этот начинает орать. Внизу все в этой чечевице. Облили все на пол. Я в это время прохожу, мне наливают на ногу, блядь. Короче, трешняк еще тот у нас получается. Сейчас пойдет контроль. Они думают, что это наши места. Но это не наши места. Пойдет контроль, нам придется как-то отмазываться. Потому что мы их сами согнали. Ну и я вообще готов хоть в тамбуре стоять. Мне лишь бы доехать уже до Дели. Больше ничего не нужно. Викас. Вот одна женщина. Вот вторая женщина. Мне даже неудобно как-то, если честно.